Сразу скажу, что новый АУГ, причем оба АУГа, это две самые странные штурмовые винтовки, которые есть в игре. Честно, я ожидал вот вообще всякого. Ожидал второй Скар с низкой дисперсией. Ожидал, очевидно, слабую винтовку наподобие G36 на релизе. Я бы, меньше удивился, если бы АУГ вышел имбой. Хотя, казалось бы, оружие с малым количеством обвесов, так еще и буллпап. Но, чтобы немного растянуть интригу, я, пожалуй, начну с того, что вообще на АУГ есть. Итак, как я уже в самом начале сказал, винтовки две. АУК-1, который продается на втором уровне миротворца, и АУГ-3, который продается уже на третьем уровне миротворца. Основных отличий здесь несколько. Во-первых, у АУГ-3 немножечко лучше характеристики основы, чуть больше эргономики и чуть меньше отдачи. Во-вторых, у АУГ-3 есть затворная задержка, то есть перезарядка на нем по идее должна быть быстрее. Ну и третье отличие — это комплектация обвесов. Сразу скажу, что все обвесы прекрасно взаимозаменяются между разными основами. Ну и раз так, перейдем к кастомизации. Она у АУГа достаточно скудная, но все-таки есть. Что сразу бросается в глаза, так это несъемный прицельный комплекс на версии А1. Сама сетка выглядит вот так. Прицел, что интересно, не настолько плохо загораживает обзор, так что стрелять с него в принципе можно. По крайней мере, на мой взгляд, это лучше, чем интегрированная оптика на G36. У третьего АУГа за место этой интегрированной оптики есть вот такой вот ресивер. Уже на ресивер можно установить похожую оптику, но с планкой Пикатини наверху. Также можно просто поставить планку Пикатини, их тут две, низкая и высокая. Низкая не снижает эргономики, но на нее не поставишь железки. А вот на высокую железки вполне себе ставятся, правда и эргономику она режет. Ствола здесь три. На дефолтном АУГе А1 установлен длинный ствол. На третьем же короткий. Отличаются они, как всегда, отдачей и эргономикой. Также в продаже есть короткий ствол на АУК-1, который ничем не отличается от короткого ствола на АУК-3. Он буквально такой же, но с другой текстуркой. Из интересностей. На все стволы устанавливается следующий набор дульных устройств. Есть три дульника, из которых, как всегда, выделяется один единственный. Один новый глушитель и переходник на стандартные дульные устройства от AR-15. Но что интереснее всего, есть еще вот такой глушак, и устанавливается он как бы на ствол, да. Причем только на длинный от варианта АУГа-1. Передняя рукоятка, насколько я понимаю, здесь одна. Ее можно снять, но заменить на планку Пикатини уже не выйдет. Еще есть две рукоятки взведения, от третьего она дает чуть больше эргономики. И три магазина, на 10, на 30 и на 42 патрона. Последний занимает 3 слота по вертикали, поэтому вряд ли его будут часто использовать. Ах да, еще на третьем АУГе есть планочка под фонарик. Поговорим немного о характеристиках. Оба АУГа имеют достаточно высокую эргономику, средний темп стрельбы в 715 выстрелов в минуту, что, кстати, очень прикольно, потому что до этого штурмовой винтовки с таким показателем скорострельности у нас еще не было. Вертикальная отдача тоже, в принципе, не настолько уж и плоха. И если собирать метасборку, получается значение в 50 единиц при очень неплохой эргономике. Я напомню, что тот же МДР, который тоже был паб, собирается в отдачу в 55, и притом на нем получается меньше эргономики, так еще и заодно и скорострельности там тоже меньше. При том, что МДР не отличается особо хорошими скрытыми статами. И в общем-то, если не знать всей подноготной скрытых статов, то может показаться, что АУК очень даже неплох. Однако, как вам сказать-то? Видите ли, в Таркове помимо силы отдачи есть еще и направление вектора отдачи. Игроки это направление называют горизонтальной отдачей, как правило. И вот с горизонталкой у АУГа все очень плохо. Все очень плохо. Как я уже рассказывал, у большинства оружия первичный вектор отдачи направлен сугубо вверх. И уже на каждом выстреле поверх него накладывается значение дисперсии, которое отклоняет вектор в какую-то из сторон. У АУГа же вот этот первичный вектор направлен не вверх, а достаточно сильно направо. Но это еще не все. Та самая дисперсия у большинства оружия равна 25 единицам. Так вот, у обоих АУГов этот параметр выше практически в 2 раза. И из-за этого паттерн АУГа получается, действительно уникальный во всей игре. Такой отдачи больше ни у одного оружия нету. Самый близкий конкурент здесь это 45-й вектор. Но вектор отдачи у него направлен вверх, как у большинства оружия. Просто параметр дисперсии у него такой же конченый, как у АУГа. Convergence здесь двоечка, как у МДРки. Для класса штурмовых винтовок это достаточно высокий параметр. Но если честно, оружию это не сильно помогает. Сам по себе концепт настолько сильного увода в сторону для Таркова является чем-то новым. Но лично на мой вкус выглядит все это просто невероятно странно. Во-первых, честно, от чего-то вот создается впечатление, что как будто бы твой ствол силой дергают в сторону. Во-вторых, это адская дисперсия совершенно рандомно, контролировать ее нельзя вообще никак. Моей любимой винтовкой по поведению в игре является Скорель.
И как раз потому, что у него самая низкая дисперсия среди всех штурмовых винтовок. Поэтому AUG для меня буквально является противоположностью. Вот честно, я ухожу в какой-то офф-топ, но я совершенно не чувствую уверенности с этим оружием. От этой стрельбы, ну вот, я не знаю, какой-то противный от нее вайп от этой горизонталки, честно. У меня, в принципе, много от какого оружия сейчас похожее ощущение складывается, но AUG как будто бы вышел на иной уровень. Ну и да, под конец про стрельбу одиночным огнем. Это пиздец смешно, но оружие из-за дисперсии иногда может увести чисто вертикально вверх, а иногда чисто горизонтально вправо. Вот эти вот горизонтальные уводы вправо выглядят на самом деле капец смешно. В целом, по отзывам товарищей, стрелять одиночкой с этой херни достаточно проблематично. Особенно, когда противник бежит налево. Это прям да. Считаю ли я, что AUG нужно бафать? Ну, вообще, да, я считаю, что AUG нужно бафать, потому что на данный момент он, ну, очень уж специфичный и, ну, очень уж рандомный. А вот как его бафать? Способов, как всегда, много. Я же решил сохранить фишку BSG с уводом вправо, но просто порезал дисперсию и немного порезал угол, чтобы увод был не настолько сильно радикальным. В принципе, в рамках текущего баланса эта винтовка будет, скорее всего, конкурентом G36. Они, как минимум, находятся в похожей ценовой категории и у них схожий ДПС. И если сравнивать вот этот вот фикшенный AUG с джихой, то AUG выигрывает в эргономике, в вертикальной отдаче и в параметре конвергенции. Но отстает в темпе стрельбы, а также в дисперсии и можно сказать, что в recoil angle. У G36, я напомню, никакого постоянного увода вправо или влево нет. Впрочем, сразу скажу, что этот ребаланс совершенно не глубокий, и я выдумал его буквально за 10 секунд. Какой-то более серьезный и аналитический разбор того, как мог бы быть представлен AUG и другие штурмовые винтовки, можете ждать от меня в другом цикле видео. И да, это что-то вроде анонса.